В наших окрестностях завелся снежный человек. Сначала он выходил лишь по ночам, рылся в мусорных баках, пугал кошек и сдирал объявления с подъездов. Потом местные одинокие женщины стали оставлять ему тут и там покушать. То косточку из борща на газетке возле подъезда положат, то сырок заветренный в блюдце под березкой накромсают. У каждой урны теперь виднелась баночка из-под сметаны, заполненная фильтрованной водой, а кое-где даже домашний компот и корочка хлеба. Никто его не видел, но все знали, что он есть. Даже имя ему дали – Жорка. О наличии йети говорили невероятно огромные следы, продукты жизнедеятельности, что Жора оставлял тут и там. Поначалу снежный человек прибился к местным бомжам, но когда те попытались сорвать с него шубу, Жора рассвирепел и прогнал весь местный бомонд, за что в блюдцах теперь стала появляться ветчина, а под березой сыр дарблю и коньяк вместо компота. Жора просек, что за хорошие дела и еда хорошая. Поначалу он путал хорошие дела с плохими, но быстро понял, что за выбитые стекла и спущенные колеса ему хрен на блюде, а вот за расчищенный от павших листьев двор и убранный снег ему окорока и бихеровка. Жора стал разборчив в еде. Высадил по периметру домов клумбы, починил палисадники, пробил от грязи ливневки, о которых жители забыли с советских времен, даже машины двигал по ночам так, чтобы все уместились. За расположение йети стали бороться. У первого подъезда пироги с ливером, у второго фаршированный перец. Водители стали оставлять на капотах торты и зефир в шоколаде. Чьей машины хозяин был наиболее добр к Жоре, того она наутро ждала очищенная от снега и льда. На ночь перестали закрывать подвалы, чтобы йети мог поспать в тепле и сухости, а некоторые незамужние дамы оставляли открытыми балконы и двери в подъезд. Мужчинам подобное быстро надоело, и они вызвали отлов животных, чтобы Жору кастрировали и привили на всякий случай от всяких болезней. Когда ребята из отлова встретили Жору и взглянули на фронт работ, то, не скрывая смущения, выписали официальное постановление, назвав Жору элитным самцом-осеменителем. К тому же внесли его в Красную книгу, отчего спрос на него только вырос. Жору стали привлекать благовониями, на подоконнике выставлялось дорогое вино и французские деликатесы. Женщины выходили на ночные прогулки в откровенных нарядах даже во время крещенских морозов и февральских вьюг. Мужчины организовали охотничий кружок, на собраниях которого они обсуждали способы избавления от назойливого пришельца. За Жору теперь полагался солидный штраф, но даже он не отпугивал местных самцов, желающих избавиться от конкурента. Прозвучал первый выстрел. Подстрелили. Правда, не Жору, а Петра Аркадьича, что шел домой с корпоратива, шатался и мычал, как раненый мул. Мужчина давно забросил стрижку и бритье и вполне походил на дикого зверя. Благо, пуля прошла сквозь бороду и задела лишь самолюбие декана, кем являлся Аркадьич. Но мужчина все равно упал и схватился за сердце. Пришлось вызвать скорую. Декана откачали. Причиной, конечно, был не выстрел, а дагестанский коньяк, но кружок после этого прикрыли. Жора, правда, все видел, расценил подобное покушение как неуважение к его авторитету и покинул родной двор. К счастью, известность снежного человека быстро облетела город, и повсюду его ждали с распростертыми объятиями. Но уставший от городской суеты йети решил взять отпуск и отправился в родные края. От жареной курицы и французского багета он совсем разжирел, а от коньяка и вина вообще стал зависим. К тому же начал курить. Жора вернулся в свой родной лес, к жене и детям, которым однажды сказал, что видел настоящего человека, и пошел посмотреть на него еще, а потом пропал на 2 года.